Новогодние десерты. Один западный, французский. Второй восточный, азербайджанский. Начнем, пожалуй, что с французского, потому что здесь все отработано, все давным-давно известно. Берите вот такой сорт груши. Он называется конференция. Берите овощечистку и начинаете очищать груши. Были бы груши помельче, я бы их оставил целиком, как есть. Но эти груши достаточно крупные. Разрезаем каждую пополам. Предвижу вопросы. А нельзя ли заменить грушу яблоками? Ну так обычно спрашивают. Что бы ни сделать, лишь бы немножко не так. Отвечаю. Нет, нельзя. Вот сорт конференц можно заменить другим сортом, например, дюшес. Дюшес тоже отлично подходит под этот десерт. И вообще груша в некотором роде плод удивительный. Вот такая мягкая, такая сочная, а она легко переносит достаточно долгое приготовление, даже отваривание в жидкости. К примеру, большинство современных сортов яблок не выдерживают даже запекания, рассыпаются в кашу, а груша отлично держит форму и сохраняет свою консистенцию. Половинки груш уложить красиво в кастрюльку в один слой. На 1 килограмм груш понадобится примерно 200 грамм сахара. А кроме 200 грамм сахара, пол-литра хорошего красного вина. Ни в коем случае не наливайте то, которое вы отказались пить. Бывает так, открыли бутылку, что-то не понравилось, а ладно, приготовим что-нибудь. Вино вкуснее не станет, а вот груши и самое главное специи вы плохим вином испортите. Поэтому лейте хорошее, не жалейте. Десерт оправдает эти расходы. А теперь специи, несмотря на то, что десерт французский, специи все равно восточные. Начнем с кардамона. 5-6 коробочек вполне достаточно. Бадьян. Буквально 1-2 звездочки и дело сделано. Черный перец. Примерно 1 чайная ложка. И в конце концов палочка корицы и буквально несколько бутончиков гвоздики. Одним словом, практически все, что обычно используют для глинтвейна. Ставим нагревать и готовим минут 40, а то может быть и час. Попробуйте палочкой грушу. Вы понимаете, она должна очень мягко протыкаться, а кроме того, от запаха вина не должно остаться даже и малейшего следа. Вместо вина и сахара должен получиться волшебного цвета сироп. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели.
Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Но я предвижу еще один вопрос от тех людей, которые категорически не хотят использовать алкоголь. Несмотря на то, что за час от алкоголя даже и следа не останется. Чем заменить алкоголь? Что за вопрос? Разумеется, гранатами. Потому что гранатовый сок – идеальный заменитель вина. Вот я себе, например, на праздничный стол всегда ставлю кувшинчик с гранатовым соком и пью его вместо вина. Никого не смущаю своей какой-то излишней правильностью. Не хочешь пить – не пей. Но рассказывать другим, как ты светишься от святости, а они, мол, грешники и пьют алкоголь, я считаю неправильным. Каждую айву тщательно помойте, но от кожуры не очищайте. Это в сыром виде айва достаточно жесткая, гораздо жестче груши, но готовится она значительно быстрее. А важно уравнять скорость приготовления сиропа, у нас тоже будет сироп, из гранатового сока и сахара, и скорость приготовления айвы. И здесь кожура помогает. По крайней мере, айва не распадется на мелкие кусочки, и у вас не получится айвового пюре. Надо сказать, что в последнее время все чаще встречаются импортные сорта айвы. Они такие, скажем, столовые. Очень мягкие, очень нежные, их вкусно поесть просто так. Но для приготовления лучше использовать айву традиционных, среднеазиатских, либо азербайджанских сортов. Она поплотнее. Она в состоянии готовиться вот как раз эти 40, 50 и даже 60 минут. Когда мы готовим десерты, надо думать и о красоте блюда. Золотистая шкурка айвы и ярко-красный сок граната. Но есть одна проблема. Краситель, который содержится в натуральном гранатовом соке, довольно слабый. Через 10-15 минут после начала нагревания он потеряет свой цвет, станет бурым, каким-то светлым, полупрозрачным. Одним словом, красиво не получится. Что же делать? Все очень просто. Берите свеклу. Каждый, кто хоть раз в жизни готовил борщ, отлично знает, что свекла тоже норовит потерять свой цвет, особенно если она готовится в некислой среде. Но гранатовый-то сок как раз такой, как надо, кисленький, так что все получится просто отлично. Айву укладывайте максимально плотно. Слишком много сиропа не надо. И все то же самое. 200 граммов сахара и пол-литра гранатового сока. Не забываем, что дно и бока сотейника выложены одной тонко порезанной свеклой. Одной свеклы тоже более чем достаточно. Айва станет помягче и осядет. Она полностью утонет в сиропе. Не беспокойтесь. Кроме того, айва ведь выпустит еще и свой сок немного в этот сироп. Ох, и вкусно же получится. Добавляем все те же самые специи. Кардамон, бадьян, черный перец. Десерт с черным перцем. Ну это вкусно. Это вкусно. Это очень ароматно. Попробуйте. Не стесняйтесь. Да что это, в конце концов, я вас уговариваю. Не хотите попробовать такую вкуснятину? Ну ладно, все прощаю. Первый раз трудно поверить в то, насколько вкусно это получается. Гвоздику не забудьте, и все будет хорошо. Накрывайте крышечкой 40-50 минут, и все будет готово. Вот это все хорошо подавать прямо в горячем виде. С 2-3 шариками мороженого. Вы не представляете себе, как это вкусно, как это по-праздничному, как это, могу сказать, даже по-новогоднему. Сироп густой, льется, пропитывает. И вы же знаете, как у нас. У нас любой обед, завтрак и даже ужин, и даже очень поздний ужин, и начинается
и заканчивается чаем. Дорогие друзья, я от всей души желаю вам крепкого здоровья, больших успехов, счастья и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита!